На моей широте зима уже полным ходом. Пока большинство растений находится на зимовке, решил заняться бирками для молодых сеянцев. Способ изготовления путем ламинирования неплохо себя зарекомендовал. Большинство бирок после 2 сезонов выглядят как новые. Рассмотрим этот способ подробней. Будущие бирки распечатаны на простой офисной бумаге на лазерном принтере и вырезаны. Затем они укладываются в ламинирующую пленку. Чтобы бирки были жестче, пленку лучше брать потолще. Толщина моей пленки 125 микрон. У меня нет ламинатора, поэтому я использую простой утюг. Но это даже лучше, потому что появляется возможность особо тщательно пройтись ребром утюга по периметру бирок для большей их герметичности. После того, как бирки остыли, остается их только нарезать. В этом году я решил испробовать новую технологию изготовления бирок. В основе могут быть покупные бирки, старые ламинированные или какой-нибудь пластиковый лист, который можно нарезать. Я нашел такой в канцелярском магазине и нарезал на нужный мне размер. Бирки я так же, как и в первом способе, распечатал на лазерном принтере. Но не на простой офисной, а на синтетической самоклеющейся бумаге. Так она называлась в магазине. Бирки просто наклеиваются на основу. Бумага и печать отличаются хорошей износостойкостью и не боятся влаги. Поэтому сразу после наклеивания бирка готова к использованию. Рассмотрим процесс изготовления подробнее. Нарезаю лист на полосы нужной мне ширины. Из одной такой полосы получается 3 основы для будущих бирок. Вырезаю распечатанные бирки и клею их на подготовленную основу.
для надежности. Второй способ выглядит мне менее трудоемким, но судить о результатах можно будет как минимум через сезон. Еще одним преимуществом таких бирок является их матовость. В отличие от ламинированных, они не дают нежелательных бликов. Матричный код используется для идентификации растения на фото или видео. Паразитные блики могут этому помешать. Проверим бумагу на прочность. Бумага практически не тянется, а порвать я ее так и не смог. Воды она, похоже, действительно не боится, а печать выдерживает механические воздействия. Бумага обошла мне примерно в 400 рублей за 10 листов. Бывает как глянцевая, так и матовая, как для лазерных, так и для струйных принтеров. Найти ее можно по запросу «синтетическая самоклеющаяся бумага».